Привет, друзья! Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Печем очень вкусный, красивый торт-пляцок, который называется «Вишенка в снегу». Все, как вы любите, быстро, несложно, очень вкусно. Торт выпекается из одного теста, одним коржом, никаких сложностей в приготовлении. Получается вот такой эффектный, красивый, вкусный домашний торт. В описании под видео указано количество ингредиентов. Готовлю заварной крем. Смешиваю сахар, щепотку соли и пачку ванильного пудинга, а также добавляю кукурузный крахмал. Перемешиваю сухие ингредиенты и постепенно добавляю молоко. Мешаю так, чтобы не было комочков. Сегодня крем у меня на основе ванильного пудинга. Он будет очень вкусный, такой пышный и легкий. Ставлю варить до загустения. Как только появились первые бульки, снимаю с огня, всыпаю пакетик ванильного сахара, перемешиваю и накрываю пищевой пленкой в контакт. Оставляю остывать до комнатной температуры. Заранее нужно достать сливочное масло, чтобы оно тоже было одной температуры с заварной массой. Готовлю тесто. В чашу миксера вбиваю яйца, добавляю щепотку соли, сахар, ванильный сахар и взбиваю до пышной светлой массы. Она должна увеличиться в объеме. Затем добавляю сюда сметану, у меня магазинная, 20% жирности. Перемешиваю секунд 30 и вливаю заранее растопленное, охлажденное сливочное масло. Снова перемешиваю. Далее муку соединяю с разрыхлителем, просеиваю в основную массу и замешиваю тесто миксером. Сначала на малых оборотах, чтобы мука не взлетала в воздух, затем обороты увеличиваю. Обязательно помогаю лопаткой, чтобы тесто было однородным. Оно получается вот такое среднее по густоте, такое как густая сметана. Делю его условно на две части, извините за потерянную резкость. В одну часть я добавляю сухой мак и перемешиваю. Вторая часть у меня останется светлой. Выпекать буду в разъемной квадратной форме, без дна. Дно я делаю из фольги. Важно, чтобы форма была именно такой, достаточно высокой. Высота моей формы 10 сантиметров, потому что впоследствии мы в ней же будем собирать торт. А пока я на дно выливаю маковое тесто и распределяю. Духовка уже у меня разогрета на 180 градусов. Сверху выкладываю светлое тесто и аккуратно лопаткой разравниваю. Если тесто немножко смешается, ничего страшного, это будет нам наоборот на руку. В процессе выпекания появится красивый узор и на срезе торт будет очень эффектный. Поэтому никаких сложностей возникнуть у нас не должно. Также понадобится нам вишня. У меня замороженная, я ее немного разморозила, выкладываю сверху на белый слой и немножко совсем как бы вдавливаю. И посыпаю сверху кокосовой стружкой. Количество стружки регулируйте столько, сколько вы любите. Духовка, как я уже и сказала, у меня горячая. Выпекается торт примерно 30 минут. Готовность определяйте деревянной шпажкой. Даю немножко основе остыть, вырезаю из формы. Форму убираю и снимаю фольгу. И уже полностью корж должен остыть до комнатной температуры. Готовлю крем. В чашу миксера выкладываю мягкое сливочное масло и взбиваю до пышности. Заварная масса у меня к этому времени уже полностью остыла. Ввожу ее в масло по 1 столовой ложке и взбиваю до объединения. Обязательно силиконовой лопаткой помогаю, чтобы крем был однородным. Он получается очень пышный, вкусный, достаточно стабильный, а при охлаждении он станет еще более густой. На доску ставлю ту же форму, в которой выпекала торт. На дно выкладываю нашу бисквитную основу и пропитываю вишневым соком. Если вдруг у вас нет сока, можно пропитать обычным чаем. Сверху на основу выкладываю весь крем. Его получается достаточно много. Тортик будет высокий, поэтому и форма нам нужна не менее 10 сантиметров в высоту, потому что в ней торт должен отстояться и стабилизироваться. Разравниваю ровным слоем. И украшать сверху торт буду шоколадом. У меня молочная шоколадка, я ее натираю на небольшой терке. Посыпаю сверху, ставлю торт в холодильник минимум на 2-3 часа, а лучше на ночь. Я так делаю всегда. Выпекаю накануне, ставлю торт на ночь в холодильник, и тогда он будет точно стабильный, его легко будет нарезать. Вот так вот по краю прохожусь ножом, форму убираю, и уже его можно нарезать порционно. Такие торты-пляцки
лучше всего и эффектнее подавать, нарезавши порционно, как пирожные. Посмотрите, очень красиво выглядит и торт в разрезе. И несмотря на то, что он совершенно легкий в исполнении, но смотрится он красиво и очень вкусный. Он, конечно, не такой, возможно, эффектный, как изумрудный вечер, который понравился вам, который я выпекала недавно, но он не менее вкусный. Так что выпекайте, друзья, пишите мне свои отзывы в комментариях, понравилось вам или нет. Благодарю вас за лайки, просмотры, за поддержку. Всем желаю мира и добра. Пока!